Утром 16 мая Минпромторг России и группа Рено официально заявили о передаче основных локальных активов французской компании в государственную собственность. Подписанные соглашения предусматривают передачу столичного завода Рено России правительству Москвы, а французская доля АвтоВАЗа перейдет государству. Отмечается, что в рамках существующих лицензий АвтоВАЗ продолжит выпуск всей линейки автомобилей «Лада» на заводах в Тольятти и Ижевске. Также АвтоВАЗ возьмет на себя обязательства по сервисному обслуживанию автомобилей Рено в связи с уходом компании из России. Напомню, что Рено заморозила деятельность в России еще 23 марта. Тогда же была остановлена сборка на московском автомобильном заводе Рено России. Там производились кроссоверы Дастер, Аркана, Тираны и Каптюр. Столичное правительство намерено организовать на его мощностях выпуск легковых автомобилей под маркой «Москвич». В этом им должен помочь КАМАЗ, который станет главным стратегическим партнером. Директором московского автомобильного завода «Москвич» назначен Дмитрий Пронин, который в течение 10 лет занимал руководящие посты в транспортном комплексе Москвы. Изначально будет налажено производство москвичей с двигателем внутреннего сгорания, а впоследствии под историческим брендом организуют выпуск электрокаров. Причем планируется достичь максимального уровня импортозамещения и локализации большей части сборочных компонентов в России. Планы правительства оптимистичны. Производство машин здесь собирается наладить до конца года. Также в Дептрансе уточнили, что данное решение позволит сохранить 3800 рабочих мест в Москве. Сейчас АвтоВАЗом целиком владеет московская компания «Лада Авто Холдинг», которая на 67,7% принадлежит группе Рено и на 32,3% российской корпорации Ростех. Теперь доля французов переходит в собственность НАМИ. При этом доля Ростеха сохраняется, то есть АвтоВАЗ стал полностью государственным. В структуру АвтоВАЗа также входит завод «Лада Ижевск», на котором выпускает автомобили «Лада Веста». Заявлено, что в рамках существующих лицензий будет продолжен выпуск всей гаммы автомобилей «Лада». Однако судьба перспективных разработок, некоторые из которых имеют высокую степень готовности, это новые гранты Нивы третьего поколения, пока неизвестна. Также нет официальной информации и о производстве в Тольятти автомобилей Рено, это Логан и Сандер. Но по заявлению директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Дениса Пака уже достигнута договоренность с компанией Рено о возможности производства кроссоверов Рено Дастер под брендом Лада на заводе АвтоВАЗ. Но информации о судьбе моделей Каптюр и Аркана пока что нет. Сумма сделки не сообщается, но еще в апреле министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что это будет условно сделка за рубль. Для компании Рено предусмотрена возможность обратного выкупа своей доли АвтоВАЗа в течение 6 лет. Но для московского завода такой возможности нет. С ним французы попрощались навсегда, так как изначально этот завод назывался «Автофрамос» и принадлежал Рено и правительству Москвы. Но в 2012 году французская компания полностью выкупила завод и стала единоличным владельцем. Теперь же предприятие передано правительству Москвы. Как вы считаете, получится ли организовать производство москвичей до конца этого года на бывшем заводе Рено? И как вы думаете, какая судьба ждет АвтоВАЗ с уходом французов? Напишите свое мнение в комментариях. Друзья, также хочу напомнить, что в описании и закрепленном комментарии я оставляю ссылку на свой Telegram, Яндекс.Дзен и Контакт. Там можно найти еще больше контента и автоновостей. Переходите, подписывайтесь, чтобы не теряться, не пропускать новые видео и быть в курсе последних событий автоиндустрии.